Приветствую вас на канале Техревизор. Вкратце об этом длинном видео. Большой топ кнопочных телефонов на все случаи жизни. Ну или почти на все. Если подробнее, я подготовил топ-15 лучших кнопочных телефонов на 2024 год под разные критерии выбора и задачи. Для удобства разделил их на 4 группы, чтобы вы смогли по-быстрому посмотреть только то, что вас интересует. Получилась подборка из бюджетных телефонов стоимостью до 1000 рублей. Подборка защищенных телефонов. Отдельная категория кнопочных телефонов для пожилых людей и парочка телефонов на андроиде и с поддержкой 4G. Так что в рейтинге найдутся варианты с большими экранами, объемными батареями, противоударным корпусом, крупными кнопками и даже сенсорным дисплеем. Ну и чтобы сразу познакомиться с выбранным телефоном поближе, почитать отзывы, ответы на вопросы и посмотреть цены, я оставил ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Ну и теперь только попрошу вашего лайка, подписки на канал и наконец начнем. Начну с бюджетных кнопочных телефонов. Открывает бюджетную категорию Иной 100. Обычный кнопочный телефон по цене нескольких шоколадок Ritter Sport. Только тут мы получаем прям целое техническое устройство, с помощью которого можно звонить. Да, какие-то такие сравнения в бюджетной категории. Но в целом, что можно требовать от телефона за такие деньги? У него есть экран диагональю 1,8 дюйма с разрешением 160 на 128 пикселей, кнопки, лоток для 2 симок и батарейка на 600 мАч, которая все это подпитывает на протяжении недели. Хотя бывает встречается, что аккум вздувается, но это исправляется либо покупкой самой простой батарейки подходящего типа, либо возвратом по гарантии. Хотя стоит ли заморачиваться из-за 600 рублей? Вопрос. Тем более, что с огромной вероятностью брак вас не коснется. Еще как вариант Nokia 106DS. Тоже звонилка с экраном меньше некуда, на 1,8 дюйма, но с чуть большей батарейкой, на 800 мАч. Держит слегка подольше, может дней 8-9 в режиме звонка. Но тут, к сожалению, тоже нельзя быть уверенным, что через пару месяцев аккум не умрет, так как сейчас на рынке очень много подделок из китайских подвалов. В целом, если есть желание купить кнопочный телефон в качестве запасного и просто его куда-то кинуть, почему бы и нет. Для связи подходит, вмещает 2 симки, имеет пару адекватных динамиков, на экране тоже все понятно написано. В качестве развлекухи предлагается змейка, тетрис, гонки и FM-радио. Так что со своими задачами справляется. На третье место я поставил ярко выраженный бабушка-фон Max-V B110. Ему можно доверять в плане автономности и живучести батарейки. Пользователи на это не жалуются. Тут она на 1000 мАч. Работает долго, заряжать можно раз в 2 недели. Скорее, сложноватое меню смущает, но в целом, если несколько раз показать, куда да как нажимать, трудностей со звонками не будет. Плюс к тому, динамики тут тоже хороши. Не какие-то там усиленные, но при разговоре на 2 концах слышно друг друга хорошо. Экран еще маловат и с разрешением 160 на 128 пикселей. Тут уж надо понимать, насколько хорошее зрение у пожилого человека. Но в целом для 70-летних пенсионеров проблем быть не должно. Тем более, что там не такой уж крохотный и неразборчивый шрифт. Вот на втором месте F+ 170L. Его часто берут для детей в начальную школу из-за яркого голубого корпуса. А что, недорогой, цветастый, простой как камень и потерять не жалко. Смартфон смартфоном, но если хочется, чтобы ребенок по минимуму втыкал в игры на занятиях и больше общался со сверстниками, простейший кнопочный телефон не обойдет ничего. В этом случае маленький экран на 1,8 дюйма не помеха, да и по кнопкам тоже несложно попасть будет. Не говоря уж о громкости динамиков. Батарея тоже хорошая, на 600 мАч. Вздутиями не страдает, подзарядки требует около 1 раза в неделю, в зависимости от волнительности родителей и частоты звонков. Так что остается только вручить это чудо техники вашему ребенку. Ну и лидером рейтинга стал Max-V C3i. Простой кнопочный телефон, типичный для бюджета до 1000 рублей. Надеюсь, вам уже понятно, что за такие деньги на принципиально другие параметры рассчитывать не стоит. Либо брать как есть, либо чуть повышать планку бюджета и смотреть что-то из следующих категорий. Здесь абсолютно такой же экран с тем же разрешением. Батарея на обычные 800 мАч без излишеств и проблем со вздутием. Достаточный для разговоров динамик, 2 слота под сим-карты и всякие мелкие опции типа фонарика или радио. Как звонилка за минимальные деньги на любой случай отпад. Мозги не делает, не ломается, а просто работает и дает возможность иметь связь под рукой. Собственно, все, что нужно понимать про бюджетный сегмент. Да, после всего остального тут совсем уж скудно и неинтересно, но я постарался по-быстрому о нем рассказать. Дальше рассмотрим защищенные кнопочные телефоны. Тут у нас 4 позиции, одну из которых занял BQ2432 Tank SE. Его я сюда добавил в качестве телефона, который
который соответствует армейским стандартам. То есть телефон для армии, военной службы, боевого дежурства и всего остального, для чего его лишили 90% функций современного смартфона. Тут ни камеры, ни Wi-Fi с Bluetooth, ни диктофона, ни браузера, ни поддержки ММС, даже легендарной змейки нет. Хотя не уверен, что последнее требование прописано в официальном документе, но все же скоротать время получится разве что включив радио. Ну а если посмотреть на телефон, то в принципе понятно, почему он оказался в этой подборке. Сразу уточню, корпус пластиковый, орехи колоть не получится, но все-таки по его площади натыкали защитных выпуклостей, чтобы было легче пережить падение и какие-то удары. Поэтому этот BQ все прочнее обычного пластикового моноблока. Сверху у него два мощных фонаря, сзади большой громкий динамик, а спереди разговорный. Есть все, что нужно, и нет того, что не нужно. Экран на 2,4 дюйма с разрешением 320 на 240 пикселей. Самый обычный дисплей, достаточный для чтения смс-ок, звонков и всего остального. Что о нем рассказать? Это все-таки не AMOLED-экран типичного смартфона с конструктивными тонкостями. Тут все просто и понятно. Никаких проблем при использовании не возникнет. Из приятного большой аккум на 2500 мАч. Его хватает на 2-3 недели без подзарядки. А что, потреблять энергию тут просто-напросто нечему, а для полевых или армейских условий как раз то, что нужно. Третье место я отдал похожему BQ2430 Tank Power, плюс-минус за те же деньги. Этот для армии может не прокатить, а вот как телефон с огромной батареей и мощным фонарем в защищенном дизайне очень даже. Опять же, корпус тут пластиковый, с резиновой заглушкой для зарядки и дополнительными вставками, так что с третьего этажа его все-таки не рекомендуется кидать. И проверять влагостойкость в луже, в ванне или бассейне тоже. Но он все равно лучше подойдет не для сладких условий с грязью, влагой, пылью и песком, чем любой другой телефон для городской жизни. Здесь не поспорить. Базово тут тоже экран на 2,4 дюйма с разрешением 320 на 240 пикселей. Не шибко яркий и без лишней цветопередачи, но с читабельным текстом и возможностью хотя бы как-то посмотреть фотографии. Хотя что уж там, даже игры завезли. Да, немало платных, но досуг уже не одним радио ограничен. Касательно связи, тут тоже все предельно скучно. Есть две симки, пара динамиков для разговора и получения уведомлений, да и все. Проблем с общением никаких. Но, наверное, больше всего этот BQ привлек батарейкой на 4000 мАч. Видите сзади этот горб? Не просто так он здесь. Живет такая батарея, ясное дело, долго и счастливо. И чтобы приносило дополнительный смысл от своего существования, телефон оснастили функцией пауэрбанка. То есть от него можно зарядить или запитать какое-нибудь устройство. Хоть основной смартфон, хоть фонарик или чем там еще можно пользоваться где-нибудь в походе вдали от цивилизации. Хотя насчет фонарика не уверен. Видели эти два здоровых глаза на верхнем торце? Такие светят только в путь. Никакой смартфон рядом не стоит. На втором месте F+ R240. Из всех защищенных телефонов этой подборки он самый компактный и удобный в плане использования одной рукой. Конечно, прошлый BQ и по весу не сравнится, и в кармане такой носить тяжеловато. А вот этот F+ можно и ребенку в школу дать. Это на случай, если вы ищете что-то покрепче именно для ребенка. Хотя и дедушке рыбаку такое можно присмотреть, и бабушке. А что, кнопки достаточно удобные для нажатия, цифры крупные, экран только обычный, на 2,4 дюйма с тем же разрешением. Но из плюсов громкие динамики и разъем для зарядки USB Type-C, который легко втыкать, не выбирая, какой же стороной там нужно его повернуть. Притом со связью проблем тоже никаких. Работает телефон только на 2G сети, поэтому для Теле2 и ему подобных, которые переваривают только 3G и выше, все же придется присмотреть другой телефон. В рейтинге такой есть, так что продолжайте смотреть. Касательно именно защищенности, есть апгрейд в плане степени защиты от воды по стандарту IP68, то есть телефон можно полностью погружать в воду на протяжении получаса. Для этого тут и разъем для зарядки имеет заглушку, и лоток с сим-картами прорезинен, и все отверстия под динамик и микрофон продуманы. Само собой, целенаправленно проверять не стоит, но если ребенку все-таки будет интересно, этот F+ переживет. Вот только с остальной защитой тут ничего нового. Это просто пластиковые ребристые вставки по корпусу, которые от сильного падения или удара об асфальт не защитят телефон. Но при обычном падении со стола или выпрыгивании из кармана на ходу, F+ имеет шансы кратно выше, чем даже у самого дешевого смартфона. Ну и первое место занимает Tekset TM530R. Самый дорогой в рейтинге и, как по мне, лучший защищенный кнопочник и
для специфической активной деятельности, и для рыбалок, и для туристов, и для гиперактивных детей. Его противоударный корпус тоже сделан из пластика. На заднюю часть для пущей прочности добавили металла. Плюс у него тоже имеется защита по стандарту IP68. То есть это довольно серьезный аппарат для серьезных занятий. Вот такой уж точно можно брать с собой в лес, в горы, в походы или ребенку в школу. Также понравилось наличие функции пауэрбанка с USB-A портом для подключения. А это значит объемная батарея. При таких размерах и не скажешь, что в него поместили аккум на 3500 мАч, особенно вспоминая BQ2430. Этот же TechSet и тоньше, и легче, и притом крепче. Также у него реально яркий фонарик, что тоже немаловажно для походных условий. Ну и в своем прямом предназначении телефон хорош. Громкие динамики, отличный микрофон, хороший экран с читабельным шрифтом и понятной картинкой на диагонали 2,4 дюйма. Кстати, из интересного, тут стоит IPS-матрица. Конечно, при таком разрешении и в целом диагонали IPS не до конца раскрывает свои преимущества перед простыми TFT-экранами прошлых моделей, но в целом цвета на нем поинтереснее, да и максимальный уровень яркости чуть повыше. Так что в целом выходит отличный кнопочный телефон и по защищенности, и по функционалу, и по автономности, и даже по дисплею свой плюсик имеет. Ну и на этом давайте перейдем к следующей подборке. У нас еще много телефонов впереди. Теперь рассмотрим кнопочные телефоны для пожилых людей. Тут тоже 4 позиции, на последней из которых BQ2810 Boom XL. Этот вариант приглянулся мне своим увеличенным экраном и большим динамиком сзади. Диагональ у него 2,8 дюйма, что как бы не сильно больше, чем 2,4. Но на деле разница все равно ощущается. Тут и букв в одну строчку больше вмещается, и текст читабельнее. Разрешение только тоже осталось 320 на 240 пикселей. Но в целом страшного в этом ничего нет. Тут плотность пикселей все равно никуда не годится в сравнении с обычным смартфоном. А вот так читать текст, набирать, принимать вызовы хватает даже людям с севшим зрением. И слухом тоже. Динамик-то вон какой огромный. Никакой звонок не пропустить. А если очень захотеть, можно и музыку где-нибудь в поле послушать или вообще как Bluetooth-колонку использовать. В общем, что только не придумаешь для телефона с очень ограниченным функционалом на фоне смартфона. Кстати, там вон и камеру кое-как налепили под динамиком. Понятно, что она на 0,3 мегапикселя и огромной пользы в себе никакой не несет. Но у телефонов из прошлой подборки разрешение сенсора бывало и 0,08 мегапикселя. Так что 0,3 еще даже что-то сфоткает. Клавиатура в целом неплохая. Наверное, кнопки не самым удобным образом расположены. Можно и лишнего тыкнуть. Но имеется подсветка. При нажатии издаются характерные звуки. Так что огромным недостатком ее не назовешь. Батарейка тут на 1700 мАч. Конечно, месяц заряд не продержит. Но раз в неделю подзаряжать тоже ничего такой сценарий. Только тут гнездо micro-USB, что не так удобно для стариков. Но в целом фатальной проблемы в этом нет, если понравился такой экран и большой динамик. На третьем месте TechSet TM315. Хоть производитель позиционирует его как а-ля бизнес-телефон, дальше чем бабушка-фон его пропихнуть сложно, несмотря на то, что выглядит как будто чуть солиднее. Он отличился клавиатурой, шрифт тут побольше, да и сами кнопки удобнее сделаны, так чтобы нажимать не промахиваясь. В общем, старики оценят. Экран остался тем же, 2,8 дюйма, разрешение 320 на 240, ну и обычная TN-матрица, если это кому-то важно. При использовании никаких проблем нет, текст хорошо читается, картинки просматриваются, разве что на ярком солнце придется экран рукой прикрыть, но это уже мелочи. Из других деталей есть световая индикация о всяких уведомлениях и пропущенных звонках. Также и кнопку SOS отдельно выделили. Насколько это применимо, конечно, вопрос. Ну и USB Type-C порт для зарядки. Вот за это, конечно, лайк. Батарейка тут стоит побольше, на 2500 мАч. Тянет свои пару недель в экономном режиме только на звонках. Но если отключить вот этот огонечек с уведомлениями, получится продлить батарею еще на чуть-чуть. Касательно связи и звонков. Но тут все понятно и просто. Пара динамиков да микрофон. На двух концах друг друга слышно хорошо. Есть два слота под сим-карты, но учитывайте, что работают они только в 2G сетях. Так что заранее узнайте, работает ли ваш оператор в вашем регионе. А то какая-нибудь Йота, T-Mobile или Теле2 могут подставить. Но в целом со связью проблем нет. Ловит хорошо. Даже лучше смартфонов, судя по отзывам многих людей. Так что для удобных звонков пожилым родственникам этот TechSet хорошо подходит. На второе
второе место я поставил TechSet TM-B409. Уже третий TechSet в этом рейтинге. Как-то даже скучновато становится. Но именно этот выделился экраном на 3,5 дюйма. Здесь производитель и шрифт смог побольше сделать. Вот прям сильно побольше. Кнопки тоже не маленькие, удобные для нажатия. Для людей с плохим зрением этот телефон как будто бы must have. Только для людей с проблемным слухом TechSet B409 не сильно подходит. У него нет такого большого динамика, как, например, у BQ2810, да и разговорный без усиления. Это просто самые обычные динамики, которых хватает для людей без проблем со слухом. Поэтому, если таковых не имеется, по телефону разговаривать можно без труда даже пожилым. Тут выделяют только один момент. Чтобы открыть лист с контактами, нужно сделать на одно действие больше. Зачем так сделали, непонятно, но если человеку все показать и объяснить, проблем не будет. Касательно связи, обновлений нет. Тоже 2 сим-карты, тоже поддержка работы только в 2G сетях. Ловит хорошо, на это жалоб точно не будет. Если сомневаетесь, можете открыть карту покрытия своего провайдера и посмотреть, что да как ловит на нужном участке. Вот только батарейку сюда как будто бы маловатую поставили, на 1800 мАч. Конечно, через день заряжать не придется, но все-таки пару недель она выдерживает со скрипом. Ах да, еще нюанс. Micro-USB порт для подключения зарядки. Логика у производителя странная. Сделать огромный экран с четким шрифтом, удобные большие кнопки, но при этом вставить порт, который еще нужно рассмотреть, как вставлять. В общем-то и не критично, но имейте в виду. На первое место я поставил Max-V B21 DS Up. Вот тут уже вообще нет никаких проблем с зарядкой и неподходящим портом. Производитель в комплекте дает док-станцию, в которую просто вставляется телефон и начинает заряжаться. А подключается эта док-станция через USB Type-C, так что вообще никаких проблем в этом плане. Вставил телефон и пошел, без лишних дерганий гнезда. Да и батарейка тут поболее, на 2300 мАч. Держит долго, заряжать придется раз в 10-14 дней, в зависимости от активности использования. Но это в том числе благодаря экрану. Как видите, дисплей тут вообще не такой крупный. По факту даже самый маленький в этой подборке, на 2,4 дюйма. Но в целом на нем все равно хорошо читается имя контакта, легко набираются номера. Да, не так, как у прошлого TechSet, но если нет сильных проблем со зрением, то пользоваться можно без проблем даже в очках. На всякий случай есть функция озвучки каждого нажатия по клавиатуре, поэтому промахнуться шансы малы. Для удобства никто не отменял быстрый набор контакта, который вбивается хоть на все 9 клавиш. В общем, для пожилых проблем нет. Динамика у этого Max-V уже посерьезнее. Люди не жаловались на недостаточную громкость при разговоре или входящем вызове. Хоть световой индикации тут нет, но пропустить звонок не получится, даже если находиться в другом конце дома. Опять же, не поддерживается работа в 3G, 4G сетях. Но если вы ищете именно что-то такое под условия своего оператора, то уже сейчас мы переходим к этой небольшой подборке. Ну а этот Max-V нас туда провожает как хорошо сбалансированный телефон для пожилых людей и по функционалу, и по размеру экрана, и по громкости звучания, и по удобству клавиатуры. На сладкое оставил кнопочные телефоны на Android и 4G. Тут всего 2 позиции, на одной из которых Nokia 3210. Новый телефон, который производитель создал для получения того самого чувства ностальгии по тем временам, но уже с нотами современных опций. Предупреждаю, стоит такая звонилка очень недешево, но если есть желание хоть ненадолго погрузиться в атмосферу прошедших времен или просто купить телефон для операторов, не работающих в 2G сетях, то придется потратиться. По сути, наследник получил от своего прадеда только легендарный дизайн. Но это вовсе не значит, что его можно точно так же проверять на прочность, бить кирпичи, топить и колоть орехи. Это уже в любом случае другой продукт Nokia, а если точнее, вообще HDM. Из нужного честная работа в 3G и 4G сетях, в которой так нуждаются некоторые операторы. Так что Nokia 3210 точно можно брать, если у вас в регионе не специфически работает какой-нибудь Tele2 или Yota, или что там еще. Также из современного в него запихали Bluetooth 5.0, зарядный разъем USB Type-C и даже камеру на целых 2 мегапикселя. Что уж там, и змейку перевели на современный лад. В остальном тут такой же обычный экран на 2,4 дюйма, с тем же разрешением, простыми динамиками и удобными кнопками. Батарейка на 1450 мАч не самое жирное решение среди всего рейтинга, но для связи и удобного пользования достаточно буквально всего. Так что как звонилка со своей историей, но современными замашками, очень даже ничего. Стоит только дороговато, но это еще ладно. Сейчас от следующего участника у неразбирающихся людей прилив такого удивления может произойти,
пройти. Смотрите, первое место занимает Xiaomi QIN F22, тот самый телефон, который вообще не пойми для чего и кого создан. Хотя, если не горячиться, возможно, даже вы себе его захотите. Итак, это нечто напоминающее гибрид кнопочного телефона и современного смартфона от дочерней компании Xiaomi. Все начинается с операционной системы Android 11, на которой есть все привычные приложения, в том числе Play Market для загрузки всяких игрушек и других программ в пару кликов. Памяти тут хватает, за это можно не переживать. Есть конфиг на 2.16 и на 3.32 гигабайта. Экран у F22 сенсорный, на IPS-матрице, с частотой обновления 60 Гц и с повышенным разрешением 640 на 480 пикселей. Выглядит ярко, цвета насыщенные, в разы круче, чем у любого другого участника этого рейтинга. Как-то даже не верится, что я рассказываю об этом в рейтинге кнопочных телефонов, но все же. Плюс к тому поддержка Wi-Fi, Bluetooth и само собой 3G, 4G LTE. Слот для сим-карты тут один, так что имейте в виду. Ну а про USB Type-C гнездо я вообще молчу. Батарейка только маловато, всего на 1700 мАч. Но в принципе для такого аккуратного дизайна особо не разгуляешься. Тем более, что телефон разве что пару раз в неделю придется заряжать. Из других нюансов нет камеры. С одной стороны это плюс, так как модный телефон можно протащить в места, где запрещена съемка. С другой, за такие деньги и нет камеры. Да, ценник та же проблема QIN F22, что и у прошлой Nokia, но в несколько раз серьезнее. За такие деньги свободно можно купить даже бюджетный полноценный смартфон, поэтому смотрите сами. Так что теперь, ознакомившись с 15 моделями разных телефонов, вы можете приметить себе парочку подходящих под ваши задачи. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.